Друзья, сегодня хочу собрать и показать в деле уникальный деревообрабатывающий станок, подобного которому вы еще не видели. На станке можно делать из древесины потолочные розетки, подставки для сковородок и чашек, кухонные доски, стильные тарелки, рамки для фотографий, картин и зеркал. Эти цветочницы я сделал 25 лет назад с непосредственным участием первой версии станка. Собирал его тогда из того, что было. Станок превосходит по ряду параметров не только ручные фрезеры, но и токарные станки. В последние годы он бездействовал, пылясь в подвале, но даже сейчас в рабочем состоянии. Сегодня с учетом опыта хочу его усовершенствовать, а точнее переделать. Раму сделаю из стали, что позволит уменьшить габариты, будут и другие улучшения. От прототипа останется разве что вал с опорным диском и двигатель. Ну а начнем с разборки. Вал с опорным диском, корпус и шкив сделал знакомый токарь. По цене это обошлось немного дороже трехфазного двигателя с набором конденсаторов, которые нужны для плавного разгона. Ржавчина проявилась почти повсеместно из-за бездействия. Шкив попробую подлатать. Этот узел и сейчас в прекрасном состоянии. Двигатель на 3000 оборотов 0,75 кВт, достаточно экономный, мощности хватает. Обмотки соединены звездой. Не обслуживался более 25 лет, поэтому обязательно его переберу. Пропылесосил. Смазка в подшипниках высохла, этот подклинивает. Новые подшипники набил смазкой и заменил. Перебрав двигатель, взялся за раму. Рама будет из 60-й квадратной трубы и 40-го уголка. Первым делом нарезал все по размеру. Полки для красивой стыковки по краям вырезал, подгонка почти идеальная. Проверил диагонали. Если хотите сэкономить кучу времени, делайте раму из листовой стали толщиной 3-4 мм. Самое интересное в сборке лично для меня – это сварочные работы. Уметь делать аккуратные швы – это, конечно, здорово. Но в данном случае варить нужно так, чтобы раму не повело. Поэтому взял уже проверенные электроды Atlant MR3. Мне нравится, как они варят. Хорошо горят, легко отходит шлак. Летом с их помощью собрал опрокидыватель, а там все сварочные швы ответственные. Правда, до серьезной сварки провел целую кучу испытаний. Если правильно настроить ток, на упаковке есть подсказка, то уже с первого раза можно сделать красивый шов. Кстати, из-за неприхотливости в работе их позиционируют как электроды для начинающих сварщиков. Варят как переменкой, так и постоянкой, с прямой и обратной полярностью. Калить можно даже в духовке. К достоинствам можно отнести и то, что электроды варят не только по чистому металлу. Варят без подготовки как ржавый, так и окрашенный металл. Ну и адекватная цена. Прихваток двойкой сделал с запасом, чтобы не повело. Силу тока ставил 65 ампер. Обварить хотел тройкой, я к ней как-то больше привык. Но поразмыслив, решил, что тройка сильнее греет металл, поэтому раму варил двойкой. Изнутри швы не зачищал, их не видно. Место, где будет крепиться вал с опорным диском, дополнительно усилил уголками. Передняя часть рамы будет выше, опорный диск не должен касаться стола. Заднюю часть рамы опущу на высоту уголка, это ниже, чем у прототипа. Выставил все четко, сделал прихватки и все обварил. Рама поверх обошьется жестью, поэтому наружные швы все до единого зачистил. Что касается шкивов, когда хотел подлатать, оказалось, что шкив чугунный. Кто-то скажет, что нужны электроды по чугуну, и будет прав. Но летом этими же электродами я приваривал к чугуну стальные пластины. Если приложить нагрузку или бить по месту сварки, как это делал я, чугун сломается. Здесь же нагрузки на ребра практически никакой, поэтому никуда не денутся. Ребро с ручьем, по которому ходит ремень, постарался заварить аккуратно. Второе ребро получилось хуже, мешал корпус. Но это, как говорится, на скорость не влияет. Спереди приварил две ножки. Примерка показала, что перекосов нет, и все хорошо. Раму обошью металлом толщиной 1,5 мм. Отрезал два куска, на котором будет стоять двигатель, слегка надрезал и согнул. Почему я хочу обшить раму металлом? Мелкие опилки при точении летят во все стороны. Под закрытую раму опилки почти не попадают. Прорезал отверстие под салазки. Сейчас быстренько обварим, соберем и испытаем.
Сочувствую тому, кто захочет это разобрать. Снаружи листы прихватывал двоечкой, изнутри почти все обварил тройкой. Профильные трубы заглушил, чтобы внутрь не набивалась пыль. Сделал разметку под ведомый вал, просверлил отверстие, далее прикрутил двигатель и вал с опорным диском. Новый натяжитель сделал из старого. Проверил, как работает. Тормоз усовершенствовал старый, ручку укоротил и закруглил самодельным диском по дереву. Как по мне, этот диск и сегодня лучше заводских аналогов, а ролик набрал уже более 10 миллионов просмотров. В этой версии тормоз будет с пружиной. Вначале прихватил скобу, затем гайку, которая будет держать пружину. Как нагрелась. Сверху на пружину ляжет вторая гайка, которую прикрутил на саморез. Еще нужно сделать направляющее подручника. Отрезал 2 трубки, но подумав, что трубки будут забиваться опилками и подклинивать, вернулся к первоначальному варианту. Подготовил 2 уголка, прихватил по месту. Держатель сделал из толстой пластины. Вварил болт и поставил рукоятку зажима. Кожух согнул из миллиметровой жести. Варил двойкой при силе тока 30 ампер. Автоматом получилось бы аккуратнее, но его нужно было еще достать, подключить, затем собрать. Проще скрыть все дефекты остатками автомобильной шпатлевки. Можно разбирать и красить. Как вам новая рама по сравнению со старой? Заметно, что новая стала компактнее. То, что красить не нужно, заклеил малярной лентой. Вал с опорным диском покрасил в черный цвет. Рама тоже будет черненькой. Кое-где подшпаклевал не только защитный кожух, но и раму. Кожух и двигатель будут серебристыми. Можно собирать. Снял малярную ленту, и через 15 минут станок был готов. Осталось подключить конденсаторы и кнопку ПНВС. Колодки для подключения проводки в двигателе нет. Выходит 3 провода. Соединил пайкой. Чтобы внутрь не летела пыль, взял вспененный полиэтилен, плотно скрутил в трубочку и вставил. Надежно, дешево и сердито. А чтобы не выделялся, подкрасил. Если кто-то не знает, как подбирать рабочие и пусковые конденсаторы, запилю на эту тему короткое видео. У меня 12 советских бумажных конденсаторов. Каждый на 600 вольт 4 микрофарада. Они лучше переносят кратковременные перегрузки, чем современные. Проверил. Все до единого рабочие. Эти конденсаторы работают как рабочие. Остальные как пусковые. У конденсаторов нет полярности. Спаял параллельно. Теперь смотрите, покажу схему на пальцах. Этот кабель пришел с двигателя, там я их подпаял. Этот пошел на кнопку. Синий провод с двигателя припаял сюда, желто-зеленый сюда, коричневый ушел на кнопку. От желто-зеленого желто-зеленый тоже пошел на кнопку. И этот синий пошел на кнопку. На кнопке ПНВС со стороны входа ставим перемычку. Соединим центральный и любой крайний провод. Вилку прикручиваем к контакту с перемычкой и без перемычки. Кнопка ПНВС двухрежимная. Когда нажимаем на черную кнопку до упора и удерживаем, замкнуты все 3 контакта. Питание поступает на пусковые конденсаторы, двигатель разгоняется. Отпускаем черную кнопку, средний контакт размыкается, и питание идет на двигатель, минуя пусковые конденсаторы. Думаю, это понятно. Делаем первый запуск. Разгоняется плавно, это хорошо. Тормозит рывками. Сзади торчат сточенные винты. Со временем деревяшка притрется, тормозить будет мягче. Для полноценной работы на этом станке были сделаны 3 массивных стальных кольца и несколько прижимных шайб из толстой фанеры. Кольца и шайбы можно использовать одновременно, как это делал я при изготовлении сразу 3 тестовых рамок.
Вначале вытащил лицевую часть, зачистил наждачной бумагой и отполировал деревяшкой до подпаленности. Затем перевернул и обработал обратную сторону. На изготовление 3 тестовых рамок из сосны у меня ушло около 30 минут. Тарелку можно сделать еще быстрее. Из чего можно делать заготовки? Проще всего из мебельного щита. Взял кольцо, обвел карандашом, вырезал. Заготовка готова. Есть варианты подешевле. Обрезки досок, которые продают как дрова. Куб дубовых обрезок доски и реек стоит столько же, сколько стоит одна 3-метровая дубовая доска. Раньше я сам клеил щиты, комбинируя дуб, ясень, бук и мореный дуб. Изделия разлетались как горячие пирожки. И наконец третий способ — это самые обычные дрова. Пилите на чурке дуб, яблоню, грушу, затем колите, либо пилите вдоль волокон. Неважно, что плоскость не идеально ровная. Главное, чтобы заготовка плотно входила в кольцо. А неровности исправит самодельный диск на УШМ. Из этих заготовок получатся классные дубовые тарелки и разделочные доски. В следующем видео покажу более подробно сам процесс изготовления разных уникальных вещей и отвечу на ваши вопросы. Задавайте. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.